Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Близнецы. Пасьянс Таро прогноз, что спешит в вашу жизнь. События ближайшего времени. Что скоро случится, произойдет, давайте с вами узнаем. И именно на события карты пасьянса нам расскажут, с чем будут связаны события ближайшего времени. А после мы проясним на колоде колесо года и узнаем, что, может быть, из неожиданностей случится, или, может быть, это новость. Одним словом, давайте будем узнавать, останемся реалистами, что в ближайшие дни, как события ближайших дней, ближайшего времени, с чем это может быть связано. А вы, мои дорогие близнецы, переложите сейчас в составляющую ваших событий, что происходит, или ваши намерения, цели. Переложите на метафору тех соединений или на те знаки, которые мы сможем, да, сопоставить, как это может отыграться в вашем случае, в вашей жизни. Итак, смотрю я, смотрите и вы. Помним, что жизнь не бывает полностью предсказуема. Вот правда, у вас тут какой-то судьбоносный период. Это не просто слова. Когда выпадает крест, это обстоятельства жизни или какие-то даже новости, люди. Все происходит зачем-то или почему-то. Имеет причину и следствие, будем говорить. Да, и где-то планетарно, я соглашусь, у вас на самом деле судьбоносный период. Может быть, это что-то решается в вашей жизни, но точно так же и вы что-то решаете. Вы с чем-то можете определяться. Может быть, это где-то в конечном итоге будет составлять концепцию вашего благополучия, потому что благополучие так или иначе в центре нашего внимания. Вот смотрите, вам как ангелы силы небесные помогают, хочется сказать, потому что крест по судьбе и полное исполнение желаний. Ну, по крайней мере, я не берусь судить, насколько полное, но именно это значение, вот этот знак, колчан со стрелами, полное исполнение желаний. Ну, будем реалистами, всегда говорю об этом. Идем дальше, но что-то у вас получится. Какая там для вас тема очень важна? Если вот такое значение выпадает, да, мы говорим полное. Это значит, что-то очень важное в вашей жизни может решиться. Но и вам нужно где-то не плашать. Помимо этого у вас выпадает вот кубок, бокал. Это гости. Либо гости к вам, либо вы к кому-то гости. Может быть, какие-то важные переговоры. А тут я вижу еще и с позиции любовной истории, или, может быть, это касается семьи, лебедь. Тут все-таки верность и любовь, искренность, надежность. Вот это вот все идет по этому значению. И это, конечно, те люди, которые нам близки. Ладно, идем дальше. Что нам еще расскажут? Тут могут быть и вопросы дома, какие-то обсуждения, заключение важных договоров, соглашений, получение документов, бумаг или важного решения, которое, ну, наверное, на больше процент вас все-таки устраивает. Может быть, думали, что не получится, а тут таки получается у вас правильно решить какой-то вопрос для себя, каких-то либо бонусов. Правда, тут по части именно дома, место вашего пребывания, какие-то соглашения. Ну, кто-то продает жилье и покупает или намеревается переезжать. У кого-то даже все же, когда выпадает костер, это домашний очаг, место вашего пребывания, может быть, и планируемого. Вот выпал бокал, гости. Может быть, и вы куда-то поедете, потому что будете присматривать себе жилье. Ваше, предположим, продается или на продажу выставлено, а вы уже планируете, куда вы отправитесь. Вот, видимо, здесь какая-то конфигурация, как и наш дом в каком месте находится сегодня, и как это отыгрывается на завтрашний день. И у кого-то это именно бумаги какие-то, да, или соглашения, а у кого-то это может быть даже связано с работой, может быть и временное пребывание ваше, или когда вы по работе уезжаете надолго в командировку, где вы там будете находиться. Вот у кого-то и так, но все-таки это именно место нашей безопасности, вот как дом, семейный очаг. А у кого-то это будет касаться
домочадцев. Это не просто стены, а кто рядом с вами, мои дорогие. И здесь тоже какие-то переговоры. Раз есть гости, стало быть, есть какой-то диалог, правда? И тут юридическая сторона, она как бы тоже будет каким-то образом, ну, согласована. Или какую-то бумагу вы получите. Ну вот, кстати, у вас могут быть неожиданные новости. Тут, знаете, ну, в наше время вы можете быть в чем-то уверенными, допустим. Но, пожалуй, когда колокол выпадает, вам придется рассматривать альтернативные варианты. И это, в принципе, это то, что приходит извне. С одной стороны, это не мы инициируем эту информацию или какую-то новость или событие, но нам в связи с этим нужно как-то правильно провзаимодействовать. Именно правильно. Вам действительно кто-то помогает. Есть у вас словно ангел-единомышленник, буквально ангел. И это, посмотрите, рядышком располагается как и, может быть, вопросы дома, вашей семьи, или это вопросы пары, каких-то договоренностей. Это тот человек, в котором вы можете быть уверенными, вот как якорь. И когда у нас есть хоть один такой человек, это нам, ну, уже намного надежнее, или мы чувствуем себя более уверенны, даже если вокруг какие-то тысячи неопределенностей или турбулентное время, мы говорим, да, в эпоху перемен мы все с вами живем. Увы, нам довелось именно проживать в это время неспокойное и сложное где-то. Ну, тогда примите к сведению. Скорее всего, когда мы получаем это известие, мы должны, может быть, и не терять времени даром, а именно о чем-то продумать. Не оставить и сказать, ну, это потом, оно там как-то само разберется. И вот правда, я вижу, что тут у вас цепи еще совпадают. Это внутренняя тяжесть. Кто-то может за вас именно близкий переживать по какому-то вопросу. Может быть, это и ваша где-то тяжесть, да, которую вы будете с кем-то обсуждать, вместе решать. Опять же, это ваши близкие могут быть. Или пусть это один человек, любимый человек, которому вы доверяете. Он словно ангел. Это ваша поддержка. Но это очень важно. И, кстати, я уже не переворачиваю, но у вас еще и череп. Вот череп – это тоже нематериальное какое-то событие. Опять же, это переживание. А это сердечная тяжесть, ну или где-то тревога, мои дорогие. Вот есть какой-то вопрос, который у вас завис. Может быть и так. Но, значит, и по судьбе это будет что-то разрешаться. Но в любом случае, если выпадает колчан со стрелами, значит, бонусов или вариантов к решению какого-то насущного вопроса у вас будет больше. Может быть, это вы будете благодарить судьбу за то, что, ну, вот она к вам благосклонна. Получилось у вас, ну, какое-то дело оформить или разрешить, может быть, даже и какой-то спор. Вот по тому, чему вы можете тревожиться, печалиться, сомневаться и так далее. И в нашем раскладе мы можем соединить карты в крайних рядах. Вот я смотрю, что у вас еще совпало. Откровенно говоря, не вижу я пока совпадений. Ну да, не вижу. Поэтому мы пойдем с вами дальше. И спросим, что спешит на ваш порог, в вашу жизнь из неожиданностей. Может быть, это информация, да, вот как этот колокол. Может быть, это событие или новость, что из разряда того, чего вы не ждете. И мы достанем следующую карту и узнаем, как все обернется. Давайте мы с вами узнаем, что спешит в вашу личную жизнь. Любовь, взаимоотношения и личная жизнь в целом. Вот как вы сами себя позиционируете или качество вашей жизни. Чего ждать в финансовой сфере и по вашим достижениям. У кого-то это, может быть, и проекты, у кого-то это будут документы, опять же, да, или рабочие ситуации, ситуации по бизнесу. Итак, что из неожиданностей, что спешит на ваш порог? А вот смотрите, явно тут как ангел, какой-то знакомый человек,
который вас или вам было с ним когда-то хорошо, или тот, который вас понимает. Иногда это близкий человек, буквально это те, которые как из разряда родственников или очень доверенная группа людей. Может быть, и в неожиданностях, но какая-то история. Это может выступать как человек в виде помощи, или это может быть как возврат, правда, какого-то человека, но, может быть, и вы сами тут что-то возвращаете. С чем это связано? И тут двояко все равно. С одной стороны, жезлы, дела, работа, бизнес. Это как чем-то вы прежде занимались, а потом было поставлено на паузу. Но у каждого свои причины. И я допускаю, и вы от чего-то отказались, и я допускаю, может быть, и человек где-то следом тоже. Ну, вот какая-то явно пауза, ожидание. Служанка в ожидании, так называется карта. А у кого-то, ну, может быть, ваши отношения, даже в части личной жизни, что-то и продолжалось, или через паузу вроде какие-то контакты сохранялись, но и сохранялось ожидание тоже. Что-то не было решено. Правда, вот смотрите, две карты нам говорят о чем-то вам знакомом. И поэтому или это будет связано с возвратом конкретного человека, или вы сами будете кого-то возвращать. Потому что вы видите в этом, ну, как может быть и ностальгия, безусловно, по шестерке чаш. Но, может быть, вы тут так переоценили и какую-то ситуацию, взаимоотношения, и видите, что, ну, нет, вот тут как раз не время рвать какие-то связи. Но давайте мы узнаем, как все обернется, то есть к чему это все идет. Ух ты, тут прям колесо фортуны. Когда выпадает эта карта, это свидетельство о том, что сейчас фортуна вам помогает. Но это какой-то короткий период времени, мои дорогие. И, может быть, это событие ближайших буквально недель октября, где-то так. Ну, может быть, и чуть дальше. Я не ставлю четких сроков по датам, но все же у вас выпадал вот этот колчан со стрелами. И это подтверждает судьбоносность момента, и это когда ваши возможности. Может быть, и стоит еще что-то пересмотреть или даже вернуться к каким-то прежним разговорам, предложениям, у кого-то по личной жизни, у кого-то по труду, по работе, по вашим достижениям. И вот буквально не теряя времени даром, потому что мы знаем, колесо года как раз об этом и говорит, что сначала колесо как будто идет наверх, достигает какой-то верхней точки, плато, а потом неизбежно пойдет спад. И вот если мы сейчас, пока наверх идет, мы не включимся в какой-то вопрос или не начнем что-то окончательно решать, определяться, то мы упустим время, а потом не будет таких энергий, не будет как будто в пространстве вот такой возможности, мои дорогие. А сейчас буквально фортуна вам помогает. Давайте узнаем, что же там на личную жизнь. Ну, сама по себе личная жизнь, решение как и вопросов дома, семьи, пары, с детьми, может быть. Или пусть это будет денежный какой-то вопрос, да, который вам нужно тоже как-то разрулить. Или, может быть, решить вопрос посредством денег. Ну, у вас тут есть и единомышленники, повторяюсь, ну и возможности. Конечно, это по максимуму итоговая карта, итог какой-то вы получите. В ближайшие недели, в ближайшее время это факт. И, судя по всему, вас ведь правда на победу. Пусть тут победа не выпала, значит, может быть, не на 100%. Но есть какие-то нюансы, может быть, на которые вам словно подвинуться придется или быть готовым к компромиссу. Но, тем не менее, оно того стоит. Якорь, мои дорогие. Надежность, уверенность в дне сегодняшнем и в завтрашнем. Переложите на себя. Что спешит вашу жизнь в плане финансов, чего ждать? Королева жезлов ее как раз и отличает. Принимать правильные решения, умело работать с информацией, перепроверять эту информацию, о себе где-то много не рассказывать. И ведь это бизнес-вумен. И имеется в виду, даже если меня смотрят мужчины, может быть, это, кстати, какая-то очень интересная особа, которая, ну, или имеет свое личное дело, бизнес, и контакты у вас с ней есть. Может быть, даже, хоть мы и смотрим на финансы, а почему нет? Первая карта, которая на личную жизнь, она тоже где-то финансовый подтекст имеет. И, может быть, для вас это
самодостаточная девушка, женщина, мои дорогие мужчины, я такое могу предположить, с которой вы хотели бы иметь прогресс в отношениях. Или, мои дорогие, для тех, кто в паре, это значит, может быть, вы в вашей паре, в вашей семье будете какую-то перерокировку по части финансов, бизнеса, может быть, общего дела, у кого-то начала, общего какого-то проекта. Есть тут определенно как решение и решимость, и это у вас выпадает на финансы. Мои дорогие девочки, вы можете быть в центре внимания и словно притяжения. Может быть, и есть какая-то тема, которую нужно именно финансовым подходом решать. И тогда проанализировать, что происходит, найти нужную информацию, что-то перепроверить, просчитать. Может быть, и какая-то многоходовочка, но без риска, мои дорогие, потому что тут с собой уже не рискует никогда королева жезлов, но и правильное распределение финансов. Вот, видимо, как-то правильно вам нужно относиться с финансами, может быть, видя последующую перспективу, может быть, вам придется создавать план минимум, план максимум, какую-то стратегию. Здесь мы можем от чего-то сейчас как будто так отказаться ради того, чтобы осуществить какой-то проект. Может быть, потому что вдумчивое отношение к деньгам в первую очередь идет по королеве жезлов. Но вам и карты в руки, правда, тут может быть. Может быть и человек, конечно, я не исключаю, который рожден под знаком зодиака стихии огня. Овен, лев, стрелец или имеет там асцендент. Почему нет? И такое тоже может быть. А, кстати, асцендент не все знают, потому что нужно знать четкое время рождения. Ладно, давайте посмотрим, что же там по вашим достижениям. Ну, вот знаете, не замечтаться все-таки будет очень важно. Смотрите, и не пытайтесь, ну, как будто обмануть судьбу. Вот мне все-таки хочется, ведь этот аркан, если он выпадает, он иногда служит предостережением. Мы явно не должны замечтаться. Мы можем думать, эх, я все просчитал, а тут вот что-то может пойти наперекосяк. И, видимо, весь наш расклад, он тоже говорит о том, что да, возможности есть, но, может быть, это от вас и потребует определенной искренности. А не будешь искренним, может быть, и не поверят или не сумеешь договориться. Но я как вариант. Здесь ведь эта карта предупреждает, что мы можем, ну, где-то замечтаться. Мы больше с позиции вот той девушки, которая положила голову на плечо своему спутнику и глаза закрыла. Она в нем уверена. Это тот период, в котором пока нельзя быть уверенным в чем-то наверняка на 100%. И колесо фортуны, будь быстр, да? Нам придется здесь, я говорила, как и с учетом королевы жезлов, может быть, и менять несколько траекторию или идти на какой-то компромисс. Быстрое решение принимать, и быстро это не значит на импульсе. А это то, что у нас мало времени, а нам нужно разузнать, насколько достоверный тот или иной проект, достоверная информация, как мы будем действовать, или просчитать, если, ага, я буду действовать так, что я потом получу. Или если я буду действовать как-то иначе, к чему это в конечном итоге все придет. Тут нельзя расслабиться, поэтому будьте реалистом. Здесь есть какой-то, знаете, как... Ну, хочется сказать, ложка дегтя в бочке с медом. Пространство, вселенная, ангелы вам помогают, мои дорогие. Это правда. Фортуна на вашей стороне. Но и вы сами, от вас требуется предельное внимание, четкость. Ну и искренность, конечно, самим собой или самой собою. Но какая-то игра не получится. Она может в любой момент выйти из-под контроля. И кто знает, может быть, тогда вот это колесо фортуны как-то крутанется по-другому. Поэтому возможности у вас есть. А вот как будет взаимодействовать, тут будет решать, наверное, каждый сам, да. Есть как будто и выбор-то тоже вот по этим двум картам. Перекладывайте на себя, мои дорогие, любимые близнецы. Я благодарю за то, что вы смотрите мои видео. Оставайтесь со мной. Я благодарю за ваши искренние комментарии. Подписывайтесь на мой канал. И будьте счастливы, будьте любимы всегда.